Сегодня мы залетаем в новое приложение Stars Hash. Это майнер в Telegram. Сейчас идет тренд на майнинг внутри Telegram. Его породило приложение MemHash. Это первый такого рода майнер, куда был вход за звезды. В этом ролике мы рассмотрим, что это за приложение Stars Hash, MemHash, какие будут цены на листинге, что я от них ожидаю и как можно купить звезды без KYC процедуры. Погнали, будет интересно. Начнем с того, что этот тренд майнинга в Telegram запустился где-то в конце октября, когда запустилось приложение MemHash. Я в него зашел сразу, у себя в Telegram-канале также об этом написал, так что подписывайтесь на мой Telegram-канал, там оперативно появляется все, куда я захожу. Также и новое приложение там же уже появилось, и кто успел, тот зашел еще раньше, чем тот, кто смотрит это видео. На волне успеха первого приложения, конечно же, появились аналоги. О самом MemHash, о листинге, цене и прочем поговорим чуть позже, смотрите ролик до конца. А сейчас мы будем заходить в новое приложение Stars Hash. Итак, новое приложение представляет из себя практически аналог первого. Здесь есть страница с бустами, где вы можете увеличить максимальную энергию, можете включить турборежим. Но здесь еще есть функция фонового майнинга, где вы можете арендовать мощности сервера, чтобы в фоне у вас также майнилось. И вам необходимо будет просто наслаждаться тем, как майнятся монетки, и не нужно заходить каждый раз и майнить, нагревать свои устройства. Я пока такой фоновый майнинг у себя не включал, я пока майню у себя на телефоне. На компьютере я попробовал помайнить, но когда первая версия запустилась, там, видимо, был какой-то баг, у меня комп просто намертво завис, хотя он довольно мощный. Также в этом приложении есть, можно увеличить энергию за приглашение друзей. В принципе, все по стандарту, как и в первом приложении. Единственное, здесь будет supply не миллиард монет, а 10 миллиардов монет. Поэтому и будем ориентироваться, что цена будет в 10 раз меньше, чем у MemHash. Само по себе приложение довольно простое в освоении. Вы заходите, запрашиваете доступ. По-моему, сейчас, вот когда я записываю этот ролик, цена 1490 Stars. И те, кто в самую первую неделю зайдут, они получат больше всего наград. Вот сейчас примерно 35 тысяч блоков обработано. В первые 100 тысяч блоков как раз самые лучшие награды. Поэтому лучше всего зайти с самого начала, первую неделю-две напрячься, как мы делали это в MemHash. Дальше уже сюда налетит очень много людей, и уже будет не так выгодно, и довольно сложно будет это все майнить. Поэтому тот, кто в самом начале зайдет, он больше всего и иксанет на вложение. Ну вот представим, что вот я закинул туда 890 старсов. Это примерно 2 тонна мне обошлось. И на эти 2 тонна, грубо говоря, да, 13 долларов. Сейчас у меня намайнилось где-то около 6 тысяч монет. Мы возьмем, что проекты такого рода, то есть успешные проекты в миниапах, выходят по капитализации около 100 миллионов долларов. Соответственно, если монет 10 миллиардов, то цена токена в таком случае будет 1 цент. И если мы смотрим, что это 1 цент, соответственно, 6 тысяч монет – это 60 долларов. Я вкинул 13 долларов, у меня уже 60. Это я всего сделал за один день. Соответственно, вот такая математика складывается, довольно простая и выгодная. Так что еще раз говорю, что те, кто заходят в самом начале, получат самый лучший эффект от стартовых вложений. MemHash на старте, по-моему, там доходила цена аж до 5000 звезд за вход. Поэтому то, что сейчас 1490, ну не факт, что оно сейчас не увеличится через день-два и не станет еще дороже. А пойдет вниз и уже станет условно бесплатным вход, уже когда там будет не так хорошо майниться эти все монетки. Ну а когда уже все, кто вначале зайдут, заберут сливки, так сказать, тогда уже цена будет падать, и новые участники уже будут заходить за более дешевую цену, но они будут получать кратно меньше монет. Чтобы участвовать в этом приложении, обязательно иметь звезды. И сейчас у многих есть проблема с покупкой звезд. Я использую сервис Split, там можно без QIC, как раньше это было на фрагменте, подключиться. То есть мы переходим по ссылке в описании либо по QR-коду в бота. Там открываем приложение, открывается сайт Split. Там мы подключаем кошелек, вводим свой никнейм, выбираем, чем мы будем платить, USDT либо тоном, количество звезд, оплачиваем, и вам просто приходят эти звезды. Так покупать звезды дешевле, чем просто с карты, примерно на 30%. Так что есть в этом своя экономия. Ну а зачем нам переплачивать 30%, когда мы можем за крипту купить звезды дешевле? Поэтому пользуемся этим сервисом, пока все работает, и это не прикрыли.
Возвращаемся к Stars Hash. Здесь, как мы видим, пока еще мало участников, вы даже можете сами ловить блоки, а когда вы находите блок, вы получаете максимальную награду. Сейчас это там 280 поинтов сразу вам сыпется. Соответственно, еще в самом боте вы можете нажать протокол и прочитать полноценное описание, как у них будет, то есть общая эмиссия монет, общее количество блоков, то есть 1 000 000 блоков всего, а сейчас еще даже нет 100 000 блоков. Мы заходим на самой-самой ранней стадии, ну, кто зайдет. Потом, когда это приложение уже расхайпится, будут люди залетать чуть позже, у них будет менее выгодная точка входа. Сейчас же мы майним, телефон у меня нагревается, но не критически. То есть у меня энергии тут не так много. То есть я включил, она отработалась, телефон ну чуть-чуть нагрелся, но приличное количество очков набежало. Я заходил, когда онлайн был еще где-то 60-70 человек. Сейчас в пике там доходило, я залетал, когда заходил, было 700 человек. То есть уже народ постепенно прирастает. Поэтому здесь точно не стоит тормозить, иначе не сможете спокойно ловить блоки и нафармить себе много монет. Ну, я так посчитал, будет идеально, если я нафармлю, например, 100 000 монет за период там где-то 2 недели, может 2-3 недели. И это будет где-то $1000. И получится, что у меня с вложений $13 будет $1000. Я буду считать это просто феноменально классный результат. Будем рассчитываться и отталкиваться от цены, что цена за один такой токен будет 1 цент. Еще у себя в телеграм-канале я сейчас провожу розыгрыш. $30 разделят 10 счастливчиков по $3 каждому. Нужно выполнить всего лишь простые условия. Присоединиться к участию и испытать удачу. Если вы хотите, чтобы у вас было больше шансов выиграть приз, то выполняете дополнительное задание. Тот, у кого больше поинтов, у него просто будет больше шансов. Но победить, в принципе, может любой. Так что участвуем в конкурсе в моем телеграм-канале. Ну а теперь поговорим о мем-хэш. В него я зашел с самого начала, начал майнить, то есть я врубаю, то есть когда зашел и в Stars Hash, и в мем-хэш, я сразу включаю, покупаю себе турборежим и увеличиваю энергию, чтобы на старте можно было собрать побольше монет. Здесь я так и сделал, и у меня нафармилось 9800 монет уже. Всего добыто сейчас около 35% блоков, так что еще есть куда майнить, но при этом кто с самого начала зашел, больше всего монеточек и получит. Цена здесь, я думаю, будет за токен. Также будем рассчитываться и отталкиваться от капитализации $100 миллионов, то есть цена 10 центов. В этот проект я вложил $22. Я посчитал, посмотрел, сколько тогда стоили старсы. $22 я вложил, и у меня 9800 монет. Соответственно, если это 10 центов, считаем, что это $980. Я еще постепенно, по чуть-чуть там намайню, и около десятки будет. То есть, образно говоря, $1000 в кармане я у себя ожидаю. При вложениях $22. Если так будет, это прям потрясающе. Но даже если будет там раза в 2 меньше, я тоже в целом не расстроюсь, это будет все равно профитная история. Этот проект первый в своем роде, такой хайповый, поэтому он, думаю, хорошо раздаст. У Stars Hash это уже вторичный проект, соответственно, там могут быть показатели немного похуже. Но, тем не менее, кто заходит на старте, все равно снимет сливки. Еще сейчас на волне хайпа появляется куча подобных аналогов майнеров всяких разных. Я не буду заходить во все подряд, потому что, везде там требуют старсы, и есть много ноунейм команд, которые не пойми кто, не пойми что запускает. Если мем-хэш у нас запускает это, Роксман, образно говоря, это Дуров только с другого аккаунта, да, потому что Роксмана никто не видел. Так что пишите в комментарии, кто такой этот Роксман, и мне кажется, что это действительно там как сам Дуров что-то сидит и со второго ака прикалывается, создает всякие приложения и рассказывает, что это его друг. Ну а когда же будет листинг мем-хэш? В принципе, в начале следующего года, ориентировочно в февраль-март, вот в тех краях будет и листинг мем-хэш, и потом и Stars Hash. Поэтому сейчас у нас есть время спокойненько намайнить, а потом получить награды. Листинги наверняка будут на крупных биржах, все как обычно. В мем-хэш сейчас уже можно зайти там просто за холд токена мажора, то есть уже совсем снизили порог входа, и стало не так уж выгодно майнить. То есть тот, кто новичок заходит, ему уже не выгодно тратить кучу звезд, он все равно иксы тогда не соберет, как те, кто заходил в начале. Появляется еще куча аналогов, и будет еще больше появляться. Я сосредоточусь на 2 проектах, это мем-хэш основной, и второй у меня будет Stars Hash.
Stars Hash, потому что его поддерживает Никита Ануфриев, это хедлайнеры, соответственно, там еще будут 100 пудов какие-то коллаборации, анонсы и прочее подобное, поэтому в этот проект я больше верю, в него и зашел. Ну а вы там уже своей головой проанализируйте эти оба проекта, подумайте, стоит ли вам в них заходить, потому что мем-хэш уже поздновато, на мой взгляд, а Stars Hash самое оно. Залетели, намайнили 3 недельки себе максимум монет, и потом забрали свои иксы. На этом у меня на сегодня все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на этот канал. Также посмотрите другие ролики, там есть много всего интересного, полистайте мой канал. Желаю вам всем профита и до новых встреч!